Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 22 мая, и сегодня День Николая Чудотворца, поэтому обязательно в этот день попросите у святого о помощи в работе и достатке. Как это правильно сделать, какие слова нужно сказать, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 22 мая, воскресенье, достаточно благоприятный день для домашних дел и заботы о близких. Сегодня у вас появляется возможность решить любые семейные проблемы, которые в последнее время заставляли вас волноваться. Этот день больше подходит для отдыха, чем для работы или решения важных дел и решительных действий. Конечно, вы все можете отложить и на потом, но и тогда вряд ли вам удастся решить все задуманное. Важно сразу же расставить свои приоритеты и понять, чем нужно заниматься вам в первую очередь самостоятельно, а что вы можете поручить другим. Если вы сегодня не станете переоценивать свои силы, то можете избежать многих проблем. У вас сегодня будет возможность принять участие в работе над какими-то проектами, которые важны для всех. Не исключено, что окружающие обратят внимание на ваши умения и таланты прежде, которых вы не замечали. Сегодня можно обсуждать вопросы, которые будут касаться смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. Но с окончательными решениями лучше сегодня не спешить. День будет довольно беспокойным, но вам это даже понравится. События будут развиваться стремительно, но вам удается сегодня быстро во всем разобраться в любой ситуации и принять верные решения. Скучать сегодня некогда. Зато у вас есть возможность проявить свою инициативу в делах и показать, на что вы способны. Сегодня вам стоит сосредоточиться на решении привычных задач, а также постараться завершить дела и проекты, которые вы в последнее время отдавали много сил и времени. Сегодня вам нежелательно принимать какие-то важные и серьезные решения, связывать себя какими-то обязательствами. Однако, действуя самостоятельно, вы можете добиться успехов, но для этого потребуется не только настойчивость, но и изобретательность. Если же вы сегодня должны участвовать в каких-то совместных проектах, то знайте, что вам потребуется терпение, чтобы довести все до конца и для того, чтобы избежать конфликтов, так как найти общий язык со всеми участниками будет очень сложно. Сегодня плодотворно пройдут любые переговоры. Также вы в этот день можете договориться и о сотрудничестве с людьми, на которых вы можете положиться в трудные моменты. Но очень важно не переоценить свои силы и не брать на себя лишних обязательств. У вас сегодня появляется шанс получить какую-то полезную информацию и раньше других узнать что-то очень важное. Если вы сможете изучить чужой опыт, то сможете избежать многих ошибок. Вторая половина дня подходит для общения, особенно в неформальной обстановке. У вас будет шанс познакомиться сегодня с интересными людьми. Вы произведете на них очень хорошее впечатление. А недавние соперники могут стать даже вашими союзниками. Возможны приятные знакомства и не исключено начало дружественных или романтических отношений. Сегодня подходящий день для того, чтобы научиться чему-то новому или найти применение своим талантам. Вы склонны фантазировать и витать в облаках, и не всегда смотрите на происходящие вещи реально. Во второй половине дня лучше избегать пустых разговоров и сосредоточьтесь на делах и уделите внимание многим мелким деталям, чтобы избежать ошибок. Старайтесь сегодня не идти на поводу у своих эмоций и не поддавайтесь соблазну. Помните, что люди, способные в любых обстоятельствах сохранять здравомыслие, смогут добиться очень многого. Вечером сегодня удачные покупки. Именно сегодня вы сможете понять, во что стоит вложить деньги для того, чтобы получить прибыль. Вечером возможны приятные известия, которые поднимут вам настроение.
А лучший вид домашней деятельности сегодня – это мытье окон и пола. Если вы почувствовали, что в квартире стало мрачно, значит ваши окна перестали пропускать солнечный свет. Пора браться за работу. Желательно к этому привлечь детей, желательно для того, чтобы вы могли скооперироваться. Сегодня вам вряд ли удастся провести день наедине друг с другом и с вашей любовью. Друзья, родственники, дети, внуки, кажется, все специально сговорились препятствовать вашему романтическому уединению. Поэтому радуйтесь, что в этом мире так много людей, которым вы нужны, и отложите вечер на другой раз. Хорошо сегодня будут складываться поездки, особенно если вы отправитесь в путь вместе с близким человеком, который разделяет ваши увлечения и интересы. Вам сегодня будет нетрудно понравиться тому, кто вам симпатичен. Вы сможете просто очаровать его. В этот день вам очень захочется вернуть вашего некогда любимого человека и те отношения, которые между вами в те времена были. Но это вы не пожалеете ни гордости, ни сил, ни чувства собственного достоинства. А вы знаете, все-таки зря, они вам могут еще пригодиться, причем в немалых количествах. Вам сегодня стоит обратить особое внимание на то, какие тосты произносит ваш любимый человек во время праздника, потому что именно они покажут, насколько тонко он чувствует настроение ваших общих друзей, что ему нужно от жизни и насколько он самобытная личность. Сегодня вашему любимому человеку будет радостно от сознания того, что вы есть в его жизни. Поэтому постарайтесь не разочаровать его и хотя бы один день целиком и полностью соответствуйте вот тому идеальному образу, который он для себя нарисовал. И вы должны понимать, что ваше здоровье сегодня не будет вас беспокоить и тревожить. Однако это не значит, что можно расслабиться. На что стоит обратить внимание, так это на здоровье ваших близких людей. Начните с диагностики, так вы быстрее во всем разберетесь. Сегодня у вас будет такое впечатление, что все валится из рук, а дело может быть лишь в том, что у вас не хватает количества потребляемых углеводов. Без них наш мозг работает очень плохо, помните об этом. Поэтому съешьте чего-нибудь сладенького в этот день. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю нас сегодня с вами ожидают 21 и 22 лунные сутки и убывающая луна в знаке зодиака Рыба. Старайтесь сегодня как можно больше общаться, потому что позитивный взгляд на все происходящее и возможность больше времени уделить семье и благоустройству семейного очага. Также по народной примете, как мы сказали в начале видео, сегодня день памяти святого Николая Чудотворца, поэтому постарайтесь в этот день умыться утренней росой или, как вариант, искупайтесь в водоеме. И в таком случае наши предки считали, что можно получить крепкое здоровье и неувядающую красоту. Ну а также в этот день вы можете обратиться к Николаю Чудотворцу с молитвой о помощи в работе и деньгах. Когда вы будете говорить эту молитву, большая просьба в этот момент не переживать, не нервничать, не находиться в депрессии. То есть будьте в обязательном порядке в хорошем настроении. Также очень важно, чтобы вы эту молитву читали от чистого сердца и от души. Итак, друзья, молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе и деньгах. И она звучит следующим образом. Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель, очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится и по окаянному умыслу врагов не наказывай, а помоги им справиться со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Не спошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь. Друзья, эти слова вы можете прочитать и с мобильного телефона. Также обращаем внимание, что в этот день, День Святого Николая, по возможности пойдите в церковь, поставьте свечку за здравие. Также можете заказать и 40 за здравие, но только заказывать не только за себя, но и за тех членов семьи, с которыми вы проживаете.
Также постарайтесь в этот день провести в умиротворении, в радости, потому что в воздухе будет именно энергия любви, энергия удачи и благополучия. Друзья, всех поздравляем с праздником Святого Николая Чудотворца. Пусть он вам помогает, оберегает вас. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше понравилось. И смотрите, друзья, там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам материальных и нематериальных благ, друзья. Услышимся уже буквально в следующем видео.